Всем привет, это Тостер. У нас, как всегда, много интересного о домашней технике. Более 500 видео в разных плейлистах. Ну, подписывайтесь. В этом видео расскажу о посудомоечных машинах Куперсберг. Вообще, бренд Куперсберг, он сейчас очень популярен как раз по посудомойкам. Он вообще в последние полгода в лидерах на российском рынке. Вот по данным агентства Telecom Daily, на долю Куперсберг сейчас приходится более 15% онлайн-продаж. Это вот за период с января по май этого года, 24-го. Ссылка на исследование есть в описании видео. На примере одной из моделей я расскажу все самое главное о посудомойках Куперсберг, про технологии, про удобства вот для пользователей, про программы мытья. Плюс мы в ней помоем посуду, ведь если есть посудомойка на кухне, она должна сделать свою работу. В финале видео вас ждет результат теста, ну и наши выводы о посудомойке и еще кое-что. Вкусная скидка по промокоду на технику Куперсберг. Вообще у бренда Куперсберг большой ассортимент разной бытовой техники, много и посудомоечных машин. Зачем много? Так для разных ситуаций. И на новую кухню, ну тут логично встройка, да, и на кухню, которая уже есть, или на которой такой небольшой какой-то ремонт, тут может выстрелить вариант с отдельно стоящей моделью. И, например, на дачу или в небольшую квартиру-студию совсем небольшие есть компактные модели. К разнообразию ассортимента мы еще вернемся. Знакомьтесь, узкая встраиваемая посудомоечная машина Куперсберг. Хорошая загрузка до 11 комплектов посуды, у многих в этих габаритах 10. И вот когда немного больше, то это особенно важно как раз для узких моделей шириной 45 сантиметров. Очень важный момент с этой посудомойкой – это автооткрывание дверцы на финальном этапе мытья, ну вот в конце сушки. Тут смысл в том, что посуда быстрее и лучше сушится, потому что конденсат со стенок рабочей камеры посудомойки, он не переходит обратно на посуду, когда она остывает. Но, во всяком случае, это минимизируется благодаря вот открытой дверце, приоткрытой дверце и воздушным потокам, которые заходят внутрь. Это важно, потому что если дверца остается закрытой, вы сразу не вынимаете при этом еще посуду, потом она в итоге может быть, ну, немного влажной. Здесь такого нет, помылась, высохла и сухой остается до момента выгрузки. По программам пройдемся. Из важных и точно нужных, тех, что обязательно будете использовать, скорее всего, отмечу авторежим. По первым смывам воды в начале мытья посудомойка определяет, насколько посуда грязная. Соотнося объем поданной изначально воды вот с объемом, попавшим в слив, определяется и загрузка. Это нужно, чтобы оптимизировать далее цикл мытья. Подбирается нужная температура воды и время. Благодаря этому автоцикл подходит для посуды с любой степенью загрязнения, от легкой до сильной. И может быть сэкономлена электроэнергия, и, собственно, время тоже. Вообще, что касается времени мытья, это интересный момент. Частенько в комментариях нам пишут: зачем эта посудомойка, за 20 минут все ручками помыл, а тут 2 часа. Не устаю спорить, да, посудомойка моет дольше, хотя есть для легких загрязнений сейчас и совсем короткие циклы тоже. Например, у этой посудомойки Куперсберг есть получасовая программа. Но в целом, окей, да, моет дольше. Во-первых, на это на мытье тратится, заметно меньше воды. Это реально так. Если взять не 2 тарелки и вилку с ложкой, да, какое-то более значимое количество посуды, больше посуды, собранной за день, например, после завтрака, обеда и ужина, то вручную вы на мытье потратите гораздо больше воды. Я делал такое сравнение, специальный эксперимент, так что знаю, о чем говорю. Но во-вторых, какая разница, сколько по времени моет посудомойка? Это же не сутки, в конце концов. Даже если 3 часа, как обычно бывает, если экоцикл использовать, в нем ниже температура воды, но дольше сам процесс. Эти 3 часа вы можете потратить на что угодно. Прогулка, общение с друзьями, любимое хобби, а потом просто получите чистую посуду без усилий. И давайте так, мало кто моет посуду в перчатках, особенно, наверное, для девушек это важно, а уход за руками, он стоит недешево. А мытье посуды каждодневное, сами понимаете. Вот вам еще аргумент. Помните же, да, я женщина, а не посудомойка. Не я. В общем, напишите-ка в комментариях, вы за посудомойку?
Продолжаем с программами «Экоцикл». Он есть в любой посудомойке и тут тоже. И, кстати, исходя из наших тестов и моего личного опыта, он справляется даже с весьма грязной посудой. Еще я бы из всего спектра программ выделил цикл для стеклянной посуды. Если у вас ее много, если вы хотите, как можно дольше сохранить ее такой приличный, товарный, скажем так, вид, странно этого не хотеть, да, то используйте именно этот цикл. Это не просто маркетинг, это цикл с несколько измененным алгоритмом мытья, что как раз и дает возможность не портить стекло. Оно не мутнеет, не становится более хрупким, налет не появляется, минимизированные царапины. Вот прямо рекомендую. Другое дело, конечно, что нам с вами, часто лень все делать правильно, да? Сначала одну посуду мыть, потом на другой программе другую. Тут уж решайте сами. Кстати, можно попробовать посуду с легкими загрязнениями, не только стеклянную, разную мыть как раз с помощью этого цикла для стекла. Если вас устроит результат, то вот вам и редкий случай, когда все же удастся убить двух зайцев. Круто, что есть дополнительные опции. Во-первых, можно загрузить посуду только в одну корзину, если ее немного, и выбрать мытье только вот в этой загруженной корзине. Опять же, экономия ресурсов. Если очень грязная посуда, включаем усиленный режим. К нижней корзине вода будет подаваться с повышенным давлением. Соответственно, туда самое грязное и помещается, да? Экстра-сушка. Не скажу, что без нее ваша посуда будет мокрой после мытья. Просто это более горячая вода в финальном ополаскивании, за счет чего больше влаги конденсируется потом на стенках камеры и уйдет с посуды. Но не забывайте, что тут можно активировать автооткрывание дверцы. И в этом случае, на мой взгляд, можно обойтись и без экстра-сушки. Есть еще уменьшение времени мытья, если вам прямо необходимо побыстрее ваша посуда. Но вообще про время мытья мы выше говорили уже. И еще одно, о том, что мытье окончено, вы узнаете, когда на полу погаснет луч, который вы будете видеть все время, пока программа активна. Это удобно. Вообще появилось такое решение из-за того, что встраиваемые посудомойки работают тихо. Сами по себе, вообще современные модели, они тихие, да, плюс еще мебельный профиль. И зачастую было просто непонятно, что там с посудой, уже все или еще нет. Луч эту проблему решает. И, кстати, тихую работу обеспечивает инверторный мотор. Он еще и электроэнергию экономит. Потому что мощность не постоянно максимальная, как у обычного мотора. Она варьируется. Для некоторых циклов максимум все время он и не нужен. Это дает и большую надежность. Нагрузка на мотор, опять же, не всегда максимальная. И в целом КПД таких моторов выше. Здесь 3 корзины, это такой уже устоявшийся тренд, момент последних лет. Третья корзина не только для столовых приборов, но и для разной кухонной утвари, половники, шумовки, венчики, а еще для разной мелкой посуды. Например, для кофейных чашек или розеток для варенья. Смысл в том, что экономится место в нижней самой корзине, куда не ставится вот эта классическая маленькая корзинка для столовых приборов. Для узких посудомоек это особенно важно. Третья корзина, она с изменяемой геометрией. Можно подстроить под конкретную посуду конкретные условия мытья, поднять или опустить сегмент в корзине, если нужно. И она съемная, так что если в среднюю корзину не будет что-то помещаться, такое иногда случается, просто легко ее убирайте, а после ставите на место. Корзина под ней для различной посуды, блюдца, чашки, стаканы, бокалы, небольшие тарелки, пиалы. Честно говоря, я иногда сюда и сковородку могу не слишком грязную положить или кастрюльку. Все отмывается. Хотя вообще для таких предметов нижняя корзина. Но вернемся пока к средней. В ней есть складные полки и держатели. Это удобство при заполнении корзины разной посудой. И эту среднюю корзину легко, это важно, очень легко переставить по высоте. Могут быть какие-то крупные предметы внизу, или тут в ней высокие бокалы. И регулировка, она очень в тему. Просто жмете рычаги с двух сторон, и все работает. Вверх-вниз, вверх-вниз. Красота, реально удобно. Нижняя корзина, она для кастрюлей, сковородок, таких мисок, тарелок глубоких или плоских,
И в ней, чтобы было удобно размещать разную посуду, чтобы тефлоновое покрытие сковородки, например, не поцарапалось, есть тоже складные держатели. Сложил их, и вот как раз не царапается покрытие. А сковородка легко здесь размещается. В общем, опять удобство и вариативность. Как я и обещал, возвращаемся к ассортименту посудомоечных машин Куперсберг. У нас здесь очень интересный вариант, вот такая компактная модель. Многие привыкли, что компактные модели вмещают немного посуды, 2, 3, 4, максимум 6 комплектов. Такая вместимость не всех устраивает. Это за раз помоет 8 комплектов посуды, что делает ее гораздо более привлекательной. Загородный дом, дача или небольшая квартира-студия, может быть, на маленькую кухню вполне окей. В отличие от классических компактных моделей, у нее 2 корзины для посуды. В остальном же это вполне нормальная современная посудомойка. 8 программ мытья для разной посуды. Есть дополнительные опции, например, экстра-сушка, которая особенно актуальна, если нет автооткрывания дверц, да, и очень даже пригодится. Таймер отсрочки старта, он тоже есть. В общем, весьма интересный вариант для многих. Присмотритесь. По габаритам она, естественно, меньше полноразмерных или узких моделей. Но по возможностям, повторюсь, хорошая посудомоечная машина. Не забывайте ссылки на всю технику из видео в описании. Там же, кстати, приятная информация о скидках. Модель 6092, она своими характеристиками основными схожа с главной героиней нашего обзора в этой узкой модели. Это тоже встройка, но полноразмерная. До 15 комплектов вместимость. Тут есть и автооткрывание дверцы, и автопрограмма, и 3 корзины, и инверторный мотор. Мой совет: если есть возможность, место на кухне позволяет, берите полноразмерную модель. Что называется, просто поверьте, а поймете потом. Это вывод, он сделан по итогам более чем 15-летнего использования разных посудомоек. А вот модель 4573 отдельно стоящая. Но верхняя крышка у нее съемная, так что она легко интегрируется в кухонный гарнитур, и такой очень удобный вариант. Да и смотреться она будет очень даже. При этом технологически это такая же современная посудомоечная машина, как и все другие модели Куперсберг, о которых я рассказал в этом видео. Напомню, ссылки на всю технику в описании видео. Так, смотрим, как там посуда наша, которую мы помыли в узкой встраиваемой посудомойке Куперсберг. Проверяем, и обратите внимание, что дверца машины уже приоткрыта, сработало автооткрывание, и поэтому посуда не только чистая, но и сухая. И это реально так. Вот сами смотрите, вот вам верхняя корзина, вот средняя, а вот и нижняя. Все реально чисто и сухо, за исключением тефлонового покрытия сковороды. Оно чистое, но не сухое, это обычное дело. Не сохнет в посудомойке такое покрытие. А вообще качественной сушке как раз способствовала дверца, которая автоматически приоткрылась. И по итогам близкого знакомства с посудомойками Куперсберг, Тостер рекомендует их к использованию. Нормальные современные модели. Есть все, что нужно для качественного мытья и для удобства пользователя. И помните, что посудомоечная машина – это не роскошь, а средство повышения качества жизни. Ваше мнение ждем в комментариях. А еще я вам скидок принес. По промокоду, который видите на экране, и есть он в описании видео, 5% на всю технику Куперсберг в официальном интернет-магазине бренда Куперсберг.ру. Промокод действует аж до конца 2024 года и суммируется со всеми скидками и акциями на Куперсберг.ру. Таким образом, ваша скидка составит 10% при заказе от 50 тысяч, 13% при заказе от 80 и 15% при заказе от 120 тысяч рублей. Слушайте, приятно получать хорошие скидки на хорошую технику. При покупке техники Куперсберг в фирменных магазинах, если закажете установку специалистам сервисного центра компании, у вас будет плюс 1 год гарантии дополнительно. То есть гарантия будет 3 года на технику. Этот тостер мы не делаем из домашней техники сенсацию, мы просто рассказываем и показываем, как она реально работает и какая нам с вами от нее польза. Подписывайтесь на канал, делитесь видео со всеми заинтересованными в теме.
Welcome на Toaster.ru. Мы есть в ВК, в Телеграме, на Яндекс.Дзене. Там не только наши видео, но и много другого интересного о доме и быте от команды Тостер. До новых обзоров и тестов. Пока!